Склад контрабанды. Дамы и господа, привет, с вами Сэр Холмс, продолжаем прохождение Tomb Raider Rebuild, Morrowind. Моя задача дойти сегодня до Алмастира, и я думаю, что я с ней справлюсь, но прежде мне нужно сопроводить имперского сборщика налогов до деревушки, в которой я был эпизод назад. Я уверен, что кто-нибудь да нападет на нас по пути. А может быть и нет. Кто-то на мосте стоит. Подозрительно. Так. Имперский сборщик податей пересекает мой мост. Все имперские сборщики податей должны платить специальный налог. Мостовой сбор 200 септимов. Плати, или я отправлю тебя в плавание. А тебе меня не напугать, что ты. Крутой парень, не так ли? Вот что тебе скажу, Холмс. Если ты поможешь мне грабить этого сборщика податей, мы разделим доход пополам. 100 септимов тебе, 100 септимов мне. Что скажешь? Давай. Хорошо, Холмс. Звучит так, будто твой защитник обернулся против тебя. Сборщик податей. Время умереть. Кто кого? То он как-то не сопротивляется особо. А она как-то особо не попадает. О. Смотри, живучий для сборщика податей. Ляпота. Никакой воли к жизни, ну. Нормально. Немного поменялся план в ходе сопровождения новосборщика. Так, а это что такое тут? Черепа? Так, ладно, это я не буду сейчас уже заморачиваться. Думаю, отметился квест как выполненный или нет? Ну, я думаю, отметился. Что это за место вообще? Это все путь святого Велота, да? Что ты хочешь? Я пилигрим, новичок храма. Слухи, секрет. Совет. Я пилигрим, ну, неудивительно. Ничего полезного она мне не говорит. Так, оттуда я пришел, там я был. Вот. Я не понимаю только, откуда эти кости здесь. Это, наверное, мощи святых или что-то в этом роде, как это называется. Остатки святых мучеников каких-нибудь там.
Да, тоже пейзажик неплохой тут открывается. Ну что ж, Алмастир не минуем. Главная цель у меня здесь... Вон, старый Бенгард виднеется, Бонитовая башня. Найти... Данмерку, которая подослала боевых ординаторов в святилище Азура. А это не уникальные или реплики новые какие-то? А? Иди дальше по своим делам. Я смотрю за тобой. У Алмастира много ролей, чужестранец. Крепость, мост, место паломничества. Из его кантона, или как это называется? Район, наверное. Храм присматривает за регионом Антирин. Пока святилище Кровавого Камня отмечает, где Святой Велот пересек Великую реку Тир, ведя своих людей к спасению к этому дню, верные продолжают следовать его путем, переходя в больших количествах день ото дня, пересекая это место, да? Святилище Кровавого Камня. Оно стоит на месте, где Святой Велот, Пилигрим и его толпа пересекли реку Тир, следуя жертве Шараи пастуха. Ну, тут что мы куда-то в религию углубляемся, да? Я не очень в этом просветлен. Ты можешь найти это в монастыре. Оно стоит на восточном берегу. Некоторые из наиболее преданных последователей делают попытку паломничества Кровавого Камня. Это что значит? Это одна из, наверное, задачек, что ли, храма трибунала, которая тестирует преданность пилигрима, подвергает испытанию, да, и их выносливость. Если ты присоединишься к храму, тебя попросят совершить его в один из прекрасный день здесь, в Алмастире. Хорошо. Слухи. Атмосфера довольно напряженная в Алмастире. Дом Хлалу и дом Эндарил в ссоре между друг другом, и они распространяют свои проблемы на город. Приверженцы храма делают все возможное, чтобы сохранить мир. Хорошо. Но уважай доктрины храма и власть его священников-ординаторов. Мы не терпим никакой ереси. Это не мудро выпрашивать секреты чужестранец. Охраняй свои секреты от недругов. Ладно, ладно. О, можно сразу спросить про ЛФ Лариса Фаали. Сестра Лариса. Ты можешь найти ее в монастыре Святого Велота. Хорошо. Из часовни Роадир Индарил и Льве правит над деревнями Дандрил и Хул. На запад ты по большей части найдешь плантации Хлала и меньшие фермы. Самая большая — это плантация Аран. Я там бывал. На восток отсюда Далрун, да. Вниз по течению Старый Бенгард. Угу. Если пойдешь на юг, то это приведет тебя в речной порт Хлан-Аек.
Аек, да. Самые приверженствующие члены храма совершают паломничество в разные города Моровинда, где боги, святые, герои испытывали какие-то там приключения. Вы поняли, в общем. Дела совершали какие-то. Так, сервисы. Если тебе нужно путеводство, найди себе священника, чтобы он тебе посоветовал. Какой-то канальный храм. Храм канальных работ. Предлагает лечение для верных данмеров и каких-то еще верующих, наверное, чужестранцев. Если ты ищешь, где остановиться на ночлег, хоспис пересечения предоставляет кровати и досуг. Досуг. Деваут. Прибежище, не знаю. Кто-то конкретный. Мажордом пересечения Андор Ароти находится в Алмастире и его гарнизон ординаторов. Ларис Далан возглавляет клерчи. Коллегию, возможно. В храме канальных работ. Любой, кто желает присоединиться к храму, должен поговорить с ней. Гетман Лотро представляет народ Велочи. Энрами Силси командует компанией индавильских стражей, которые размещены на восточном берегу. Ну ладно, спасибо за информирование. Так, с чего бы начать? Интересные у вас реплики. Даже не знаю, с чего начать, действительно. Столько тут всего. Может быть, отсюда? Это что у нас? Чей-то дом. Тоже чей-то дом. А тут уже какие-то у нас услуги, да, похоже? Limping Script. Лимпинг. Что значит лимпинг без понятия? Но скрип я понимаю, что такое. Банджар длиннолицый, привет. Не могу поверить, что я говорю это, но мне на самом деле нравится выпивка темных эльфов. Все лучше, чем болтовня их священников. Не правда ли? Ха. Банджар длиннолицый. Если ты спросишь, откуда мое имя, я тебе не скажу. Так, ладно, слухи. А если слухи приходят от торговых кругов правдивы, приходящие, да, из кругов торговцев, Хлалу, возможно, попытаются вытеснить храм, чтобы открыть Алмастир для более свободной какой-то торговли. Слово мудрости. Не пытайся задирать, видимо, местных. Они напряженные, наверное, в этих краях.
Держи в уме, если соберешься посетить одно из их святилищ или храмов. Не в курсе местных секретов, спроси кого-нибудь из местных. Так, Лариса Фаали, расскажи мне. Понятия не имею. Один из священников храма, возможно, знает, где она. Ладно. Так, это мне уже говорили. Какие товары проходят через Алмастир, спросишь ты? Для начала баржи с имперскими товарами и соленый рис от Дресс на север, во внутреннее море. И возвращаются с минеральными богатствами Варденфелла. Связаны с портами, такими как Нарсис на юге. Так. Клерки храма инспектируют грузы в доках и собирают пошлины с каждого проходящего корабля. Торговцы любят поворчать насчет этого. Торговцы рабами обычно размещаются на мосте. Так, ладно. Понятно. Сервисы. Храм канальных работ, окей. Жаждущий святой. Угловой клуб. Там можно поесть, попить. Можешь снять комнату в Скрибе, как раз таки здесь. Пилигримы часто спят в хостеле храмовском. Торговцы размещены на мостовом рынке. Если хочешь путешествовать, Райлс Налор водит его лодку на западном берегу. И Вера Лотро это караванер силстрайдеров на другом конце Алмастира. Хорошо, кто-то конкретный. Это я слышал. Так. Ну, сейчас, я думаю, от пары человек большую часть информации получу. И дальше уже будет меньше болтовни. Это выглядит интересно, дама. Не правда ли? Что расскажешь? Рада встрече, Холмс. Если нужна помощь, я узнала больше об Алмастире, чем я когда-либо вообще хотела знать. Честно говоря... Ладно, это я все слышал вообще. Состоит из двух частей, это понятно. Река Тир, святилище. Пилигримство, это мы тоже слышали, слухи. Гильдия магов. А тут есть, что ли? Это она говорит просто, что в гильдии магов дешевле для членов все услуги. Ладно. Spellsword. Ага, в районе 4 уровня. Главное, клеркская, не знаю, находится в Плазе. Рабочие дома, ординаторские казармы и офисы храма. Это все в Плазе, да? Канальные работы, это там, где собирается обычный народ. Едва ли кто-то спустится в туннели. В нижний, наверное. Пилигримы стекаются к святилищу Кровавого Камня. Понятно.
Скума, конечно же. Тут можно найти разных людей совершенно. Священники, ординаторы, лодочники, рыбаки. В общем, кого тут только нет. Это все то же самое. Так, скажи мне. Так, есть какие-то интересные реплики? Не особо. Слухи. Есть тут парень по имени Дрелигор, который проходил тут мимо однажды. Не так давно. Он искал кого-то, чтобы отправиться в Роадир. Если тебе нужны дополнительные деньги. Ты найдешь его наверху. Ага. Мне туда надо будет. Можно компаньона взять. Сейчас тяжелые времена, чужестранец. Немногие это признают, но священники храма не имеют много времени, чтобы помогать больным и бедным. Не так, как в старые дни. Не так уж много чужестранцев живут в Алмастире. Те, кто приходят новым, это Тилреси, продавец книг. Она расположилась в магазине в канальных работах несколько лет назад. Она немного странная, как и все чужестранцы. Но местные данмеры ищут ее советы, если у них проблемы с пониманием чужестранцев. Возможно, у нее найдется советы для другого чужестранца. Хорошо. Лариса. Не знает. Тут все то же самое. То же самое. То же самое, да? То же самое. Ладно, давай избавлюсь от скумы. Смотри. Ну, нет никакой скумы. Так, а у тебя что тут? Вот это хождение по воде продам, оно тяжелое, что-то какое-то слишком. Два разных опала, что-то они не стакнулись. Ну, может так и оставить уже, черт с ним. Ну, можно вот еще продать и эту штуку. Ладно, можно двигать дальше. Ты получил мое ухо, говорит. Ух. Да, я так долго, наверное, буду. А, я забыл скумус. Вот вечно так. Это проклятие Моровинда. Когда ты забываешь свою скуму в таверне. Хотя, в принципе, наверное, можно было. Раз я все равно их буду сейчас выкладывать. Так, а что тут у нас? Ну, самый обычный гир. О, игрушечные гуарки. Они тут распространены довольно. Есть что-то особенного старое. Оборудование, чтобы продать. Бла-бла-бла. Я торговец. Ну, она вряд ли что-то интересное скажет. Но вот эти вот можно спросить у нее реплики. Да.
Окей, что на продажу? Ничего особо интересного, да? Один хлам. 415 монет у нее. Так, и я бы продал какие-нибудь вот свитки, наверное, лишние. А почему? Вот что это такое? Урон огнем на себя, слабость к огню на себя, уязвимость к магии на себя. 16 тонов Pet Home. Я не понимаю, что за свиток вообще? Кто это сделал? Кто это придумал? Вот этот тоже надо продать. Я не хочу здоровье повреждать. Так, этот свиток полезен. Поглощение, в принципе, тоже можно оставить. Вот этот бы я продал, но у нее уже деньги кончаются. Вот, можно свиток света продать, да? Нормально. Хорошо, скума. Так, это что за смешная вывеска? Вот оно как, да, устроено. Да, торговцев-то тут много. А с кем тут поговорить-то? Поговори с Дролосой Арети наверху. Мы делаем одежду, но не продаем ее. Я обычнер. Да Гатур, можно с ним поговорить. Злой враг трибунала. Держит его. Ну, видимо, за призрачным пределом. Под Красной горой. Понятно. Слухи. Все это слышал я. Про вампиров можно поговорить. Забавно. $88 монет всего. Можно было и не заходить. Ну, можно какой-нибудь амулет ей продать, наверное. Вроде у меня какой-то еще есть на продажу. Хотя нет, я вроде все продал. Флин возьмешь? Не возьмет. Ну, видимо, значит, даже мне и продать-то ее и нечего. Вот это бы продать кому-нибудь, перчатку. 13 тысяч, да? Классный прикид. Зачарователь. Маг, в общем. Про 3D можно спросить. Паучий Дейдрот. Вот так их называют. Мефала. Забавный дом тут у него. Не, наверное, уже не буду сейчас с каждым встречным прямо общаться. Ничего особо интересного они мне не скажут, я думаю. Хоспис. Ну, сюда мне, пожалуй, не надо вообще. Так,
ну здесь у нас это что? Рыбак, наверное. Силстрайдер. Это все дома местных. Торговец. Это хорошо. Опять забыл скуму. Ладно. Может, оно и к лучшему. Каждый раз не придется выкладывать. Оборудование для рыбалки, серьезно, еда. Оружие. Разнообразный товар, да? $659. Неплохо. Даже неплохое какое-то оружие. Ну, это клинок длинный. Поглотить здоровье. Обратить мертвецов. Неплохо. Могло бы пригодиться при других обстоятельствах. Адамантиновый лук. Ничего себе. Ну, мой круче бонитовый. Даже ничего, снаряга у него тут. Невидимость, смотри. Вот, наверное, можно даже взять. Вот это я бы взял еще. Так, это значит получается 1100, да? Что-то на 1100 могу продать ему. Ну, это слишком дорогие вещи, все. Не, так невыгодно. Так, ну тут надо подумать. Так, поосновательней, что продать. Вот как-то так. Там, чем то, что нашел в пещере, там пару свитков, которые вряд ли получу. Применю когда-либо. И вот еще один такой вот классный свиток на восстановление всего. Вот и получается, по мелочи я продал все, что хотел продать. А осталось только продать Танта. Вот этот вот посох погонщика велков. Ну, не хочу я его. Не интересен мне. И перчатка тоже она мне не интересна. Она крутая, конечно. Даже сейчас рейтинг 16 брони у нее. Ну, черт с ней. Просто черт с ней. Ты смотри, как он торгуется жестко. Пес. Это что такое? Ничего себе. Интересное решение. Черт, скуму где-то далеко оставил. За кадром заберу, черт с ней, со скумой. Да, то есть надо найти богатых торговцев. Вода отражает... Ай, блин, правду своим колебанием. Вода не лжет. Ну что имел в виду лорд Вивек, говорят ординаторы. Так, тоже чей-то дом. О, склад. А что тут на складе у нас? Здрасте. Не уходи от меня в угол. Здорово. Привет. Стой. Хватит идти. Ладно, я не думал, что что-то тут интересное можно узнать. Ага, вот тут у нас корабли проплывают. Миленько. Как раз какой-то стоит тут. Швартован. Добро пожаловать. Холл посвящения какой-то. Ну что тут, на корабле что-то есть? Палати Апрентус. Все нормально у тебя, капитан? Я не знаю, ты кто? Торговец и клерк восточноевропейской компании, имперской компании. Так, торговый капитан этого корабля.
Сияющий мотылек, да? Расскажи, кстати, действительно мне. Восточная имперская компания — это торговое предприятие, расположенное... Нет, учрежденное, видимо, императором, чтобы управлять торговлей в восточных провинциях империи. Вот как. У нас монополия на торговлю флином, сырым эбонитом, сырым стеклом, рудой, вемерскими артефактами. И у нас приятные тарифы, регуляции. Не знаю, приятные. Предпочитаемые, наверное. На импорт и экспорт других общих и экзотических товаров, таких как яйца квама, маршмеллоу пыльца, соленый рис, тилванский жучиный муск. Хочешь присоединиться? А что, можно присоединиться? Тебе надо поговорить с фактором в одном из региональных штабов. Один находится в Хелниме, один в Старом Эбенгарде. О, присоединиться к компании. А чё бы и не присоединиться? Ну, там, где восточная имперская компания, там и денежки, наверное, да? Ладно, больше ничего интересного, похоже, я тут не получу и не узнаю, да? И вот мне интересно. Если я капитан корабля, я такой пришвартовываюсь, и мне, наверное, надо первым делом прийти вот сюда, да? Тут меня встречает кто? Бретонец. Дюран. Нет. Донард Бауринг. Что скажешь? Если ты не один из этих священников, который пришел редактировать мою бумажную работу, я не вижу причин, что там говорить. Да ладно, что ты такой сразу торговец и человек закона Великого дома Хлавы. Тоже ничего интересного не говорит. Перчатка. Уроки Вивека. Вивек изображен, смотрите. Забавненько. Спереть, что ли, это все? Рукавицу продать кому-нибудь? Так, меня видят. Во, не видят. Так. Ой. Тихо, тихо, тихо. Ладно, надо быть осторожней все-таки. Тут, видимо, зависит во многом от веса еще. Ну, хотя перчатка весит меньше. Боже. Да успокойтесь вы. Ладно, не надо быть настолько наглым. Я даже не знаю. Тут, конечно, интересно все это. А, это, наверное, трибьют — это подати. Это здесь, чтобы заплатить подати, видимо. Через милость Альмсивии храм регулирует торговлю вдоль реки Чир и в Альмастире. Если ты пересекаешь ее как торговец, тебе нужно заплатить, в общем. Ладно, потренироваться можно. Хорошие, кстати, предлагает он навыки для изучения, но вряд ли он что-то новое мне может рассказать в этом плане. Так,
Так, ну понятно, тут для меня интереса нет, да, особого, я думаю. Ну, можно благословение получить, но опять же, не вижу особого смысла. Ну и тут у них какие-то, видимо, служебные помещения, да? Ну, тут хотя бы адекватно сделано, что корабль действительно на самом деле может тут проплыть. Склад контрабанды. Хм. Что тут у нас? Чем дальше в лес, как говорится. Охо-хо. Стеклянный вакиздасис, антидвемерский. Это я неплохо зашел. Скумы у меня и так слишком много, я уж переть не буду. Прогресс, правда, это что, какая-то ересь, что ли? А, диссиденты. Угу. Да, это книга еретиков. Куча скумы лунного сахара. Да, удачно я тут набрел, конечно. Просто денежки. Свиток вскрытия замков. Эбонит. Гайд по Варденфеллу. И каким-то образом туда влезла еще алебарда. Это что? Укрепить зачарование. Ну такое себе. Вот, можно взять. Отмычки даже не буду брать. Ладно, возьму такую. Еще такое колечко на продажу. Золотая руда. О, набор алхимика. Так, тут что у нас? Хлеб. Еще вскрытие замков. Да? Не думаю, что мне так много их нужно, этих свитков. На самом деле, одного, наверное, хватит. Блин, нет, это было слишком... Ого! Неплохо. В вазах ничего, да? Тут, конечно, эффектов много, но в сумме они не так уж эффективны. О-о-о. Вот этот цветок даже можно использовать когда-нибудь. Ну, хотя он отравляет.
можно на продажу забрать. Контрабандные свиточки, да? Меня здесь не было. Я вот в каналы пришел. Что такое склад контрабанды, я не в курсе. В канализацию уж не полезу. Скам. Ну ладно, друзья, лайки, подписки на этом. Пока закончим исследование Алмастира, продолжим в следующем эпизоде. Потому что тут я вижу много чего еще можно посетить, узнать, получить, изучить. Ну, конечно, по образу и подобию Вивека похоже оно тут все сделано. Подобным же образом расположены торговцы здесь. Кстати, вроде про нее говорили, да, что она чужестранка. Вот. Да, пока что все. Спасибо за ваши просмотры, за ваше внимание. С вами был Сэр Холмс, Tamriel Rebuild. Пока-пока.